В этом видео мы с вами разберемся, как красиво крепить разные виды бусин. И первые наши бусинки бриолеты. Для того, чтобы их закрепить, нужно продеть проволочку в бриолет, а затем обязательно просунуть один хвостик проволоки снова в отверстие бриолета и крепко затянуть. Подтягиваем проволочку и затем закручиваем ее, как это показано на видео. Бриолет хоть и не очень тяжелый, тем не менее это все равно весомая бусинка. И если не продеть второй раз хвостик в отверстие бриолета, бусинка будет болтаться. И сейчас на видео я вам показываю, как это выглядит. Сравните сами, как визуально выглядят обе эти бусинки. Второй вид бусин – рандели. Как я уже неоднократно говорила, чтобы красиво закрепить бусину рандель, обратите внимание на отверстие в этой бусинке и ровно перпендикулярно от него плетите проволочку. Однотипно и всегда в одном направлении закручивайте все бусинки. Биконусы. Биконусы – это в какой-то степени универсальные бусинки, которые можно крепить и горизонтально, и вертикально. Я вам покажу оба способа крепления этих бусин, но как их крепить, выбирать вам. В первом случае я закручиваю биконус как рандель, находя горизонтальную линию отверстия и плету перпендикулярно от этого отверстия. Второй же биконус я специально закреплю как вытянутую бусинку. В результате у нас на бусинке появится лицевая и изнаночная стороны, которые в украшении необходимо соблюдать. Следующие два вида бусин – это капли и рис. Как я уже говорила в предыдущих видео, эти два вида бусин очень похожи, поэтому и крепление у них будет одинаковым. Покажу на примере риса. Отмеряем расстояние, на котором будет располагаться наша бусинка, затем поджимаем ее с одной стороны, чтобы она не болталась, и закручиваем ее. Опять же, с одной стороны у нас будет лицо, с другой стороны изнанка. Не забудьте перевернуть бусинку на лицо. Стразы. Стразы – это своего рода тоже бусинка, которую необходимо красиво закрепить. Обычно в них есть вот такие отверстия, их 4 штучки. Сейчас я покажу вам, как это наиболее презентабельно закрепить в украшении. Я выбираю направление моей бусинки и остреньким углом стразы я задам направление моей веточки. Именно поэтому от этого угла я начинаю закручивать бусинку. Я продеваю проволочку через стразу таким образом, чтобы проволока была крест-накрест. Затем аккуратно и надежно я подтягиваю проволочку. Ту петельку, которая у нас получилась вверху, можно подогнуть, а можно в принципе использовать ее как ушко. Я ее подгибаю и подтягиваю проволоку еще более надежно. В данном случае стоит быть аккуратным, потому что если вы перетянете проволоку по этому металлическому основанию, ваша проволочка может порваться. Будьте аккуратны. И затем я просто закручиваю стразу как бусинки. Вот так это выглядит сзади. Полимерные цветы. Возможно, кто-то из вас когда-то будет использовать полимерные цветочки, поэтому я покажу, как их можно крепить. Продеваем проволочку через полимерный цветочек. Мы берем бусинку. Это один из способов крепления. Можно делать это не через одну бусинку, а через несколько. Мы берем бусинку, в данном случае это рандель, и подворачиваем проволочку, снова продевая ее в отверстие цветочка.
Мы, конечно, можем закрутить проволочку, но цветочек все равно будет болтаться. Поэтому мы разделяем концы нашей проволочки. Берем одну бисеринку, продеваем ее через один хвостик проволоки. Затем подтягиваем ее плотно к цветочку. Можно ее придерживать ногтем. И плотно к цветочку ее закручиваем. Далее можно скручивать проволоку, как обычно. В итоге ваш цветочек будет надежно закреплен и не будет болтаться. Покажу вам еще один способ крепления так называемых бусин-болтушек. От слова «болтаться». Иногда я делаю такие украшения, в которых хочу, чтобы были подвижные бусинки. Я делаю их следующим образом. Для начала, пока вы плетете веточку или другое любое украшение, вам необходимо продумать ушки в украшении. Не только те, что в начале и в конце, а которые будут располагаться на протяжении всей веточки, в нужных вам местах. Затем по известной вам уже схеме я закручиваю бриолет. Как вы видите, бриолет надежно закреплен и сам по себе он не болтается. Но нам ведь нужно сделать бусину-болтушку, поэтому теперь хвостики проволоки я продеваю в заранее продуманное ушко в веточке. И так же, как мы с вами делали завершающее ушко в украшении, точно таким же способом я закручиваю здесь бриолет. Делаю пару оборотов проволочки и отрезаю лишние хвостики проволоки. Торчащие острые хвостики аккуратно поджимаю плоскогубцами. Таким образом у нас с вами получилась бусина-болтушка. Я показываю вам именно принцип крепления. Сам болтающийся элемент может быть совершенно разных видов, и здесь уже дело вашей фантазии. По такому же принципу вы можете сделать своеобразные цепочки в украшении, которые могут состоять буквально из цепочек или из бусинок.